Здравствуйте, Александр. Спасибо большое, что вы пришли. У нас много вопросов, у меня к вам много вопросов, и мы готовились к этой встрече. Надеемся, все это в 1 час уложится. Сразу спрошу, как вам в Иннополисе? Вы совсем недавно стали ректором. Как вам в университете? Ну, интересно, работы много, и, скажу честно, не все пока получается, не все планы, которые вот были изначально, удается пока осуществить, но это вопрос времени, я надеюсь. То есть, как бы для меня это совершенно такой новый род деятельности, у меня не было опыта в этом, поэтому то, что я ожидал, там, может, за полгода запуститься, оно, к сожалению, скорее всего, запустится там за год. Вот. Ну и, конечно, это немножко расстраивает, но это объективные причины, то есть это просто связано с тем, что, чтобы что-то согласовать на высоком уровне, получить какие-то деньги на какие-то инициативы, это требует, так скажем, большего числа этапов согласования, чем я ожидал, большего количества итераций. Ну, это рабочая ситуация, то есть, в общем, надеюсь, что все в итоге будет хорошо, и наши инициативы, вот, с которыми в том числе я выступаю, они запустятся. Это и по школьному образованию, и по институтскому образованию, и по музею науки и технологии. Вот. Ну, в общем, поживем, увидим. Надеюсь, все будет хорошо. А что про школьное образование? Можете рассказать подробнее? Какая инициатива? Да, Инициатива. пожалуйста. Э, Ну, собственно, одна из мотиваций, которая у меня была, почему вот я стал ректором, я общался, у меня достаточно много хороших знакомых, я бы даже сказал, друзей, работают в сфере школьного образования, в направлении популяризации науки, математики особенно. И, в общем, общаясь с ними, я, конечно, в общем, тоже имел некоторое представление и сам участвовал в различных там мероприятиях для школьников. Я, конечно, имел определенное представление, вот какие есть сложности, как можно ситуацию, так скажем, делать лучше, какие есть моменты положительные. То есть, в общем, как всегда, бывает что-то хорошее, что-то не очень. И вот, значит, когда мне сказали, что позиция ректора Иннополиса в том числе дает вот такие замечательные возможности, что можно на самом высоком уровне, вот буквально на самом высоком уровне доносить какие-то мысли, так скажем, влиять на ситуацию, связанную со школьным, в том числе образованием в стране. Ну, я понял, что это хороший шанс, вот то, что мы, так сказать, на кухне условно обсуждали, вынести на высокий уровень и действительно постараться что-то такое классное сделать. Ну, я приведу, наверное, один пример, и из него будет уже понятно многое. Ну, вот у нас в стране есть замечательный популяризатор науки Николай Андреев. Он лауреат разных премий, в том числе премии президента, государственной премии президента Российской Федерации. Он лауреат премии Лиловати, это премия, аналог Нобелевской премии по популяризации математики, популяризации науки даже, если точнее говорить. То есть вот раз в 4 года вручается на Международном математическом конгрессе, в первую очередь по математике, да. А вот он получил в 22 году, вот в 22 году, подчеркиваю, получил летом. Это совершенно нетривиально и вручается на раз в 4 года. Он действительно выдающийся популяризатор, у него есть проект «Математические этюды», но, к сожалению, на мой взгляд, в стране масштаб этого проекта сейчас он большой, к нему привлечено внимание большое, но он не такой, какой мог бы быть и какую пользу по-настоящему этот проект мог бы принести, потому что это такие интерактивные, в том числе видеоролики, позволяющие наглядно продемонстрировать те или иные факты математики, физики, прежде всего по школьному курсу. Это очень наглядно, доступно. Это в целом о математике, которая нас окружает. Все это очень продумано, очень качественно сделано. И, конечно, это большое подспорье учителям математики в преподавании. Это в том числе буквально механические изделия, то есть их можно потрогать руками, поперекладывать, там, не знаю, представьте себе трапецию, вы берете, здесь из дерева сделано, берете два уголка, краешка трапеции, вот так вот переворачиваете, и становится прямоугольник. И, соответственно, ребенок сразу понимает, что площадь трапеции и площадь этого прямоугольника одинаковые. Ну, а площадь прямоугольника он же может посчитать.
И отсюда сразу формула для площади трапеции. Ну и так далее. То есть вот, ну, это понятно, что иногда похитрее, что-то иногда попроще. Ну, в зависимости от того, на школьника какого класса это рассчитано. Но это действительно в совокупности, конечно, определенная метода, определенная технология, как можно в школах преподавать дополнительно, вот как бы пояснять какие-то факты с курса математики, школьного курса математики или даже физики. Ну, это как один пример. Таких примеров, ну, точно не один. Вот, что у нас действительно есть чем гордиться, но что пока, на мой взгляд, в должной степени, ну, пока не распространено, и не так сложно это распространить. Ну, по профильным школам сделать вот эти модельки, соответствующие в классах, чтобы они были, это не проблема. Или какие-нибудь замечательные учебники, которые вот действительно, как в старые добрые времена, когда вот было такое понятие типа ГОСТ, ну, одобрено, и что действительно вот учебник одобрен всеми, и он рекомендован, а не 10 учебников, которые... Я ни в коем случае не против там 10 учебников, тут надо просто правильно понимать, что действительно, если, например, есть там, условно, академический совет, совет там от ведущих компаний, которые компетентно оценивают, вот, что востребовано и как учить школьников, это, и все это конкурентным образом, что большое количество людей стараются вот понять, что на самом деле, ну, в том числе ради своих детей, в том числе стараются понять, что вот как надо учить. А это вообще мощная история. Вот тоже вот на этом треке тут определенные и идеи, и уже реализация этого есть. Ну, собственно, Егор, я вам даже посылал пример такой книжки. Там эта книжка, она первая выходит из такой серии, которая там всем рекомендована. Рогородский Литвак. Называется «Кому нужна математика», по-моему, так называется. Вот. Ну, неважно, в общем. Это я просто к тому говорю, что мне кажется, что и обладая ну, такими возможностями, что, в общем, периодически есть ну, встречи с высокими начальниками уровня министров профильных, конечно, можно, ну, в общем, обсуждать эти вопросы, поднимать эти вопросы, тем более, что, ну, в общем-то, я рад, что вот изначально, как мне казалось, что вот люди, которые, ну, отвечают за разные профильные вопросы наверху, они в хорошем смысле слова ангажированы, и это так и есть. То есть я не разочаровался в этом, то есть я вижу, что у многих наших министров, соответственно, ну, соответствующий аппарат действительно очень содержательно, очень, ну, с пониманием и проблем в том числе, все это вот прорабатывать. То есть, мне кажется, есть хорошие шансы действительно что-то сделать. Ну, как всегда это бывает, когда доходит до каких-то конкретных деталей, ну, вот начинается соответствие определенным там стандартным правилам. Ну, в общем, это уже начинается рутина, которая, ну, вот затягивает, к сожалению, этот процесс, но это неизбежно. Просто я немножко как бы в других реалиях до этого общался, они были более простые, то есть вот на таком высоком уровне, конечно, чтобы что-то серьезное сделать, ну, в общем, требуется иногда больше итераций. Говорят, что в школах очень маленькие зарплаты учителей, и это самая главная беда. Правда это? Правда Да, это? да, вот, Егор, вы прям, понимаете, ну, я не хотел как-то мы начинать, знаете, как это обычно все-таки начинают за здравие, а мы как-то начали. Но я даже специально, я думал, стоит, не стоит сказать. Я решил что-то такое позитивное сказать, что вот есть что-то хорошее, вот можно это там тиражировать и станет там, ну, как мне кажется, там лучше, еще лучше. Потому что и так, в принципе, много чего неплохо. Но есть проблема, которая, ну, на мой взгляд, она очень критическая. Я не один раз вот и сам это наблюдал, и общался вот с людьми, которые профессионально занимаются тем, что ездят по, ну, например, Саватеев, по разным школам, выступают там и общаются с преподавателями, с учителями, с директорами. И, конечно, и сам я тоже сейчас езжу по школам в Татарстане и тоже общаюсь. И все это, конечно, вот в совокупности однозначно, совершенно однозначно говорит, что если мы не берем Москву, может быть Петербург, ну, может быть еще какие-то там выколотые точки, ну, небольшое количество, да, по сути, на самом деле Москва. Вот. Разве что. Вот если мы не берем Москву, то ситуация даже в Ленинградской области,
там даже вот в областях там Республики Татарстан, где вообще очень высокий уровень, на самом деле, там на разных вот мероприятиях, там всероссийских олимпиадах школьников, то есть там ты третья или вторая местами по стране, вот регион второй или третий по стране. Так вот, даже вот в таких продвинутых регионах, как Петербург и Казань, ситуация я про другие сейчас вообще не говорю. Ситуация довольно печальная, но я спросил, допустим, какая стартовая зарплата молодого человека, который вот в регионе хочет там, стать учителем, 18 тысяч. Вот если у него нет еще каких-то регалий, какого-то статуса, вот просто человек из института, старшекурсник, идет преподавать в школу. Ну, ставка это 18 тысяч. Ну как? Ну, может быть, там плюс-минус есть какие-то там надбавки. Я допускаю, что, может быть, это как-то увеличивается, но в основном люди работают на две с половиной ставки, то есть вот как бы подразумевается определенное количество часов, вот они перерабатывают 2 раза. И ни о каком творчестве, ни о каком саморазвитии, ну, об этом сложно говорить. То есть они просто как роботы, вот учителя вынуждены, чтобы иметь какую-то достойную зарплату, там 40-50 тысяч, вот они вынуждены брать там 2 ставки, и очень, очень в таких реалиях сложно рассчитывать на какой-то высокий уровень преподавания. Вот. Это первый момент. Второй момент, что есть большое количество, ну, так скажем, учителей, которые не совсем профильные, то есть там условно учитель одновременно ведет там несколько предметов, и из-за этого уровень, как бы качество преподавания оказывается не очень высокое. И в целом хороших учителей, ну, скажем честно, не так много. Вот именно так, чтобы они могли увлечь, вывести на какой-то уровень. Я просил коллегу, ну, грубо оценить, профессионально этим занимается, вот в том числе там статистику по олимпиадам имеет на разных уровнях, по разным классам. Ну, вот сколько школьников теряется в промежутке 5-11 класс. Вот если в 5 классе школьник еще в какой-то степени увлекался, ну, так скажем, математикой, ну, или точными науками, давайте так, техническими науками, физикой там, то вот сколько там из 10 школьников, сколько сохранит этот интерес к 11 классу? Вот еще раз, 10 человек на входе, сколько на выходе к 11 классу? Один. Ну, может быть, несколько. То есть там почти в 10 раз разница. При самых оптимистичных сценариях в 5 раз. Вот при самых оптимистичных. Ну, может быть, вот так, в 5-4 раза. Ну, вообще какие-то данные говорят о том, что здесь, то есть, грубо говоря, большое количество ребят, которые, ну, не то, что они могли бы стать там учеными, скорее так, что технические науки им не чужды. Вот. Ну вот из них, там, из 10 человек, 2-3 только, ну вот при самом оптимистичном сценарии реально, ну чего-то, так сказать, там будут делать. И с чем это связано? Ну, во всяком случае, у меня такая информация. Может, она не точная, я как бы тут не берусь бить себя в грудь и говорить, что вот прям... Но это, в общем, связано с тем, что, опять-таки, тоже по опросам, что просто не было подходящих учителей, которые смогли увлечь, а была скорее обратная ситуация, что школьник ну, как бы понял, что это неинтересно, это скучно, и как-то не смогли его как-то вот вовлечь в эту движуху. Вот. Но еще раз, вот я сейчас говорю как бы на такой волне, что это проблема, и главная проблема, что вот качество учителей, мотивация учителей и возраст учителей. То есть, если мы посмотрим, какие учителя показывают наилучшие результаты, то часто эти учителя – это уже пенсионного возраста или предпенсионного возраста. Иногда это люди, которым за 80. И это, в общем, тоже заставляет задуматься. То есть, вот те учителя, на которых все держится, в основном это уже совсем не молодые люди, совсем не молодые, прямо скажем. Вот. И в этой связи, конечно, возникает идея, что давайте думать, как стимулировать молодежь, студентов профильных вузов идти преподавать. И тут тоже есть определенная движуха. Это могут быть гранты от индустрии, гранты от дополнительно федеральных властей. То есть, чтобы просто студент старшего курса и понимал, что если он станет учителем в школе, это ему дает, допустим, автоматически педнагрузку в аспирантуре,
у него какие-то там, может быть, годы поступления в аспирантуру, что у него уже там педнагрузка есть, это, допустим, отсрочка, это соцпакет какой-нибудь большой достаточно, то есть там бесплатное медицинское образование, если он уже сам не молодой человек, а, скажем, преподаватель вуза, это, например, дети автоматически получают там все льготы, то есть для них там все кружки, которые только могут быть бесплатные, там за это платит там государство или, я не знаю, кто-то еще. И вот это все, ну, то есть, чтобы престиж был. Престиж и действительно там гранты. Вот мы сейчас за это топим, что были гранты для таких ребят. То есть вот он идет, потом он начинает преподавать, получает грант в школе, а потом его это завлекает, он уже растет, у него появляется определенный статус, опыт, у него зарплата возрастает естественным образом, вот из-за того, что у него уже уровень становится выше и опыт. Ну и часто людей, по себе знаю, затягивает просто сам факт, что ты общаешься с молодежью, ты им полезен, ты видишь горящие глаза, что ты зажег в них что-то, и ты понимаешь, что вот оно, что-то настоящее, вот оно, может быть, твоя профессия. То есть учить детей. Ну, помните, как Нестер Северов вот, в «Большой перемене». Да. Ну, то есть, не знаю, люди разные, поэтому даже сам факт, что человек, может быть, изначально не думая о том, что вот он, скажем, может быть хорошим педагогом, его система стимулирует хотя бы попробовать, он пробует, и ему это нравится, я такое видел неоднократно. Просто по преподаванию студентов старших курсов, на младших курсах, это у нас распространенная практика на физтехе, так вот. Мгм. Принято, что старшекурсникам вот предлагается, ну и наиболее таким активным, продвинутым, вот попробовать себя в качестве ассистентов, семинаристов. Ну, а Ну, вот что-то как вы... получилось грустно, да? Ну, надо искать решение, конечно, да. Звучит не очень так радостно, но давайте искать, как из этого выбраться. Я так понимаю, что Саватеев и вы ездите в школы, вы же это не за деньги делаете. Вам же не дают дополнительные гранты за эту активность. Я так понимаю, вам это по каким-то другим мотивам хочется этим заниматься? Ну, давайте я скажу за себя. Мне точно не дают деньги за... вот. Более того, мы, как правило, даже ну, сами от себя что-то привозим, раздаем. Вот я сделал небольшой ректорский фонд, то есть я из зарплаты там немножко отщепляю, ну, не очень много, там, не знаю, 30 тысяч, я уж не помню сколько, у меня помощник этим занимается. Вот, и мы на эти деньги там книжки покупаем. И, ну, вот сейчас будем как раз это все раздавать. Вот. Ну, к слову сказать, помогают коллеги. Вот я поговорил с вице-президентом Сбербанка Ведяхиным Александром Александровичем, попросил его шоколадки дать, сделанные с помощью искусственного интеллекта. Ну вот он несколько коробок поставил, и мы сейчас ездим по школам, раздаем еще шоколадки от Сбербанка. От Сбера, извините, правильно так говорить. Вот они сделаны с помощью искусственного интеллекта. Ну, а я им рассказываю некоторую математику, как эти шоколадки там делаются. То есть так вот красиво, вроде как и гостинцы какие-то, и вот немножко за науку говорим. Ну, неважно, это я просто к тому, что в своем случае я просто это знаю, что это так. Что касается Саватеева, ну, насколько я знаю, это не просто так. То есть он тоже, он тоже, в общем-то, как сказать, ну вот у него цель такое вот мессианство, то есть это дело его жизни, он, насколько я понимаю, конечно, ну как это, не за деньги приезжает, но, ну, насколько я понимаю, все-таки принимающая сторона, ну как-то там его размещает, проживание, то есть, ну он там не на улице живет, то есть ему находит место, где жить на время проведения там тех или иных мероприятий, вот, то есть я думаю, вот это так проходит. Ну, наверное, лучше Алексея Владимировича спросить. А может быть, это правильный был бы путь, например, компании мотивировать, брать шефство над школами? Над университетами они и так берут, но, может быть, над школами тоже должны? Ну вот мы это обсуждаем, но вот я могу упомянуть несколько компаний, с которыми я общаюсь, это и Тинькофф, и Сбер, и Яндекс, возможно, еще кто-то подключится. Это обсуждается сейчас, то есть, что, я вам больше скажу, ну, я не знаю, насколько это точная информация, но вот, возможно, в сентябре Владимир Владимирович Путин скажет о том, что вот такая система запускается, даже что-то такое может быть, что запускается Мгм. система, где вот будут гранты для учителей, в том числе молодых студентов, которые будут состоять, ну, это финансирование из двух частей, что-то будет давать
Ну, допустим, не знаю, фонд «Талант и успех» Сириус, а вторую часть дает условно ВК, допустим. Ну вот преподаватель, будущий или уже существующий, знает, что вот его поддерживает государство и поддерживает вот конкретно компания. И это в том числе может быть интересно компании, потому что этот преподаватель знает, кто его поддерживает, и когда будет общаться со школьниками, он в том числе будет говорить, вот какая хорошая компания, и школьники. Ну, то есть это такая ненавязчивая реклама, в том смысле, что вот у компании есть деньги, они успешные, и там что-то наукоемкое, они поддерживают что-то наукоемкое такое. Они хотят, чтобы в будущем эти школьники, когда закончат институт, пошли туда работать. Ну, ну, разные, может быть, истории. Я не знаю, насколько это будет так, но вот у меня есть подозрение, что такое, может быть, уже этой осенью запустится. Ну, поживем, увидим. Вот. А как определить, кому гранты давать? Как понять, хороший перед нами преподаватель? Или, может быть, это халтура какая-то, и человек хочет просто гранты, но учить детей не умеет или не хочет? Ну, вы знаете, это часто бывает все завязано на какие-то более-менее формальные показатели, и не всегда они объективно что-то отражают, но, тем не менее, если брать совокупность, то, как правило, все-таки действительно как-то коррелирует с действительностью. Ну, вот то же самое по ученому. А как определить, хороший ученый или нет? Можно, конечно, измерять H-индексы, индексы Хирша, ну, а у преподавателей что измерять? Ну, индекс Хирша – это индекс публикационной активности, он, например, равняется, там, я не знаю, 40, если вот у ученого 40 статей, на каждую из которых не меньше, чем 40 ссылок. Тогда он 40, но при этом нет 41 статьи, на которую было бы как минимум 41 ссылка на каждую, как минимум. То есть вот это потому у него и 40. Ну вот у преподавателей обычно, насколько я знаю, смотрят на их, ну, во-первых, опыт, ну, как вот в любой области, там, я не знаю, лейтенант, полковник, генерал, ну, так и у учителей есть определенные учителя категории, которые, естественно, сказываются на том, какая зарплата. Есть достижения. Ну, достижения, прежде всего, это достижения учеников. А это уже, в свою очередь, сильно зависит от школы, в которой находится сам преподаватель, потому что может быть очень хороший преподаватель, но в целом школа быть слабой, и как бы исходно мало там школьников каких-то, вот, и довольно сложно себя проявить. Но на самом деле дети более-менее везде, особенно маленькие, такие, ну, как бы априорно-то одинаковые. И очень много что действительно зависит от преподавателя. То есть насколько вот тот человек, с кем они общаются вот в таком возрасте, там, не знаю, условно 10 лет, это, ну, очень сильно влияет и на интересы, и на формирование личности. Ну, естественно, и то, что в семье вот, у детей. Вот, ну, то есть, если резюмировать, ну, в основном это смотрят на достижения вот, учеников, там, участие в олимпиадах, а, какая-то публикационная активность, типа пособия, там, методические материалы, если учитель делает, отзывы могут использоваться, ну, то есть, вот родители могут Мгм. писать отзывы. Ну, например, на преподавателей в вузах студенты пишут отзывы. И эта информация, например, на высшей школе экономики используется для того, чтобы там, ну, согласовывать детали контракта на будущее. То есть вот преподаватель преподавал, профессор вел занятия, потом заканчивается контракт, и при заключении нового контракта учитываются ну, вот, отзывы, которые на него давали студенты. На самом деле это, кстати, и некий рычаг давления, студенты это тоже знают и иногда этим злоупотребляют. То есть, я бы даже сказал, шантажируют. Вот. Так что это тоже, знаете, как это часто бывает, есть и плюсы от таких фидбэков, а есть вот и возможности манипуляции. А преподаватель знает о том, что о нем пишут? Или это закрытая информация? Знает. Ну, я сам вот в МФТ у меня заведую кафедрой, и мы, вот у нас студсовет такую информацию, опросы регулярно проводит, но мы конкретно вот у себя на кафедре мат-основ управления, доводим ее до преподавателей я бы так сказал, в адаптированном, смягченном варианте, то есть мы не всегда показываем все, что пишут студенты. Хотя, надо сказать, что как раз на физтехе студенты в основном достаточно
корректно и пишут нормально. Но тем не менее, то есть чтобы не было какой-то вот... Ну, понимаете, бывает всякое, то есть как это, паршивая овца все стадо может испортить. И если, например, преподаватель уважаемый, возможно, не молодой человек увидит, что какой-то студент, ну, что-то гадкое напишет, он может, в принципе, разочароваться и без должного энтузиазма в будущем преподавать или вообще перестать преподавать. Ну, разные люди, разный порог чувствительности как-то и от отношения к такому. Ну, потому что обидно, когда ты там стараешься, а тебе там пишут, что ты не то там делаешь что-то. Причем это мнение одного человека. И обычно пишут как раз наиболее такие активные, недовольные. То есть, например, там поток 100 человек, вот 3 там, или там 10 что-то написало. Ну, вот 10 человек там недовольны, но 90 довольны. Но видно в основном вот этих вот 10, естественно, мы все это фильтруем. Но если по оценкам, там же каждый ставит оценку, мы видим, что вот эти отзывы, они соответствуют оценкам, и там оценка в среднем низкая, конечно, мы аккуратно преподавателю об этом говорим, но в редких случаях приходится даже какие-то выводы делать и там расставаться с преподавателями. Это как бы системная проблема, то есть вот, что каждый год, к сожалению, там низкие оценки, и студенты недовольны качеством работы. Бывает и такое, но редко, к счастью, редко. А что вы думаете является самыми главными ингредиентами этого самого качества преподавателя? Хороший вопрос. Много что на это влияет, в том числе и зеркальные нейроны, то есть такая эмпатия, то есть насколько человек чувствует, ну, может как-то подумать о том, как это воспринимает другой человек. То есть пытаться не просто вот типа я понимаю, но значит тривиально и всем понятно. То есть пытаться ставить себя на место студента, вспоминать, как ты сам там в этом возрасте, что воспринимал. Если вот эти качества есть, это уже очень сильно помогает делу. Это один из важных атрибутов, я бы так назвал, эмпатия. То есть желание ставить себя на место тех, кого ты учишь. А второй момент, может быть, даже более важный, это, собственно, профессионализм вот с точки зрения знания предмета. Ну, сложно быть хорошим преподавателем, если ты с большим запасом не знаешь тот предмет, который ты изучаешь. То есть ты не просто, как мне кажется, должен знать предмет, ты должен знать его со всеми окрестностями, деталями, чтобы на любой вопрос ты мог ответить. В этом-то ценность в первую очередь преподавателя, как мне кажется. То есть просто можно же взять книжку или посмотреть видеолекции. То есть ты смотришь видеолекции, вот тебе тоже преподаватель. Но когда ты общаешься с живым человеком, и интерактивно по ходу восприятия информации ты можешь увести разговор, вот именно то, как у тебя это воспринимается, какие-то свои вопросы задать, и человек, преподаватель, тебе в состоянии оперативно на это ответить, и даже более того, он обучается твоим вопросам, и в каком-то смысле это корректирует, возможно, даже изложение курса в будущем или даже вот текущего курса, это очень крутая вещь. То есть, на самом деле, вот это и есть, так сказать, самая такая интересная, живая история, когда преподаватели с большим интересом ну, слушают, что их спрашивают, они понимают, как это воспринимается, и корректируют по ходу то, что они ну, будут рассказывать в ближайшее время. То есть вот по такому, по обратной связи, такое обучение с подкреплением некоторых происходит, такой интерактивный процесс, то есть и студенты таким образом не просто получают информацию, а они могут влиять на этот процесс вот прямым образом. Ну, то есть два ингредиента – это высокий уровень знаний, то есть сами хорошо разбираются преподаватели, ну, желательно, чтобы это был действующий ученый в этой области, и эмпатия, то есть желание действительно продумывать, как это все адаптировано, так вот изложить, доступно. Ну и на самом деле это тоже то, что вот называется харизма. Есть люди, которые, ну, в принципе, вот как бы, ну вот скучно рассказывают, но очень сложно что-то поменять. То есть вот тут как бы так получилось. И им очень сложно завлечь, то есть им очень сложно как-то вот ярко рассказать, ну просто так вот это сложилось. А есть люди, которые, ну вот артистично, то есть это как поход в театр, поход на лекцию. И вот лектор, ну, Рыгородский, да, Андрей Михайлович, ну вот он у вас был в подкасте недавно, насколько я знаю. Ну ведь просто как это, такой вот актер, он приходит в аудиторию, говорит слово там «здравствуйте, друзья» или еще что-нибудь, и уже сразу огромное внимание к нему, то есть как-то вот ну, так необычно все это выглядит. Тот же Саватеев, ну сравните какую-нибудь лекцию Саватеева, просто какую-то обычную лекцию, но есть что-то такое, что независимо от того, что она рассказывает, это привлекает внимание. И
знаете, я с Саватеевым давно знаком, мы с ним гуляем, но часто вот где-нибудь там по полюсу, там в горах, и это проявляется не только на лекциях, это проявляется в том числе, в принципе, когда он встречает людей на улице, общается с ними, делает очень непринужденно, располагающим к себе образом, и сразу видно, вот даже если человек его не знает, что редкость, кстати сказать, часто его знают и узнают, что тоже сразу вот видно просто, вот со стороны смотришь, насколько вот, ну, как общение происходит, что он просто людей располагает к себе, какое-то доверие, они внимательно слушают. Ну, также, наверное, и лекции, что если человек умеет, ну, вот как-то к себе привлечь, вот в хорошем смысле слова, внимание, ну, его внимательнее слушают, с каким-то интересом, с должным отношением. Я думаю, это тоже такие факторы, которые трудно формализовать. Ну, Рогородский называет это харизма. И говорит, что у меня она есть, у него, в смысле, харизма есть, у Рогородского. Есть такое мнение, что скоро весь этот театр и все эти лекции уйдут окончательно в интернет, и более того, будут заменены искусственным интеллектом, и студентам просто не нужно будет ходить в университеты, сидеть на лекциях, слушать и скучных, и нескучных преподавателей. Они все это смогут получить в онлайне, все посмотреть. Не боитесь ли вы такой перспективы или готовы ли вы к этому? Вы и университет? Ну, я могу сказать, что этого не просто не боятся, это к этому идут. К этому идут, и профессионально люди этим стали заниматься, в том числе на уровне руководителей крупных компаний, например, Сбера. Вот Герман Оскарович, насколько я знаю, этим интересуется. У него есть, значит, заместители уровня вице-президентов, например, Альберт Ефимов, который просто вот этот трек там курирует, ну, вот, даже вот IT-компании, да, вот даже IT-компании вот этим интересуются, что уже говорить про институты, конечно, все понимают, что да, сюда все идет. Я вам даже больше скажу, вот мы сейчас буквально вчера записывали передачу, называется «Вопрос науки» на Россия-24, вот будет по пятницам с 10 до 11 утра, каждую пятницу. Вот я с коллегой, мы два ведущих, вот там по очереди, то от него передача, что от меня, вот у меня в основном по искусственному интеллекту. И вот первая передача была про дипфейк. А знаете, какая тема второй передачи, которую мы сейчас прорабатываем? Не факт, что это будет такая, но вот по важности. Это вот как раз то, о чем вы спросили. Просто чтобы понимать, насколько это сейчас актуально, то есть вот начинается как бы цикл передач, и, ну, deepfake это понятно почему, то есть это очень сейчас актуально, а вот вторая это как раз, ну, условно сделаем такой чат-бота, не знаю, Капицы, который будет нас учить физике, мы будем с ним общаться, ну, и, например, знаете, я без шутки могу так сказать, вот я сам уже текущими чат-ботами пользуюсь вот приблизительно в таком ключе, вот совсем недавний пример, я когда на Красную Поляну езжу на электричке, когда каршер беру, иногда этот поезд «Ласточка». И вот когда мы в туннель въезжаем значит, поезде, уши закладывает. В туннель, когда вот по дороге из Эмеретинского курорта на Розу-Хутор. И хотел объяснить, с чем это связано. Ну, можно написать, соответственно, уравнение, там закон сохранения Бернули и уравнение неразрывности там из этого вывести. Ну, это есть, например, в книжке Варламова «Удивительная физика». И когда я просто начал пытаться сам это, ну, чтобы объяснить и вывести, вот совсем недавно, я понял, что там есть некоторые нюансы, связанные с тем, ну вот в какой системе координат лучше решать эту задачку. Перейти в систему координат, движущуюся с поездом, или не переходить в такую систему координат. В книжке Варламова эта задачка решается в системе координат, связанной с поездом, движущимся. А вопрос тогда возникает, а закон сохранения Бернули, то, что давление плюс ровное в квадрате на 2 константа. Ну и в разных точках пишем, и это связывает давление в разных точках со скоростью. Ну вот, собственно, как это будет выглядеть там в разных системах координат? Ну вот абсолютно такие вопросы, которые можно задавать чат-ботам, что такое там уравнение Бернули, выведи его там в такой системе координат или там как оно изменится. Причем можно просить доказательства. Ну понятно, что он там частично косячно это делает, но в целом это неплохо работает. То есть вместо того, чтобы искать в школьных учебниках физики, и ты именно формулируешь вопрос, который тебе нужен, чат-бот,
на основе GPT-4 вот я использовал. Ну, он вполне достойно ответил. Да, не то, что хотелось бы прям полностью, но, во всяком случае, мне это было полезно, получить такой фидбэк. Я игрался. Понятно, что я, в общем, просто мне стало интересно, вот раз такой вопрос возник. И, вы знаете, этого на самом деле много. То есть я уже упоминал, вот когда выступал на Эйджорне, что действительно мы и при написании статей используем языковые модели, ну, именно с точки зрения того, как там что-то доказать. Ну, ясно, что в ближайшей перспективе это все выйдет на такой уровень, что это нам будет помогать. Боимся ли мы в широком смысле слова сообщества, что это как бы что-то так поменяет, что все. Ну, понимаете, это можно бояться также, вот что огонь, люди начали пользоваться огнем, и мы боимся, что мир, жизнь поменяется, и все, и как бы... Ну, то есть, ну, это естественный ход эволюции. Вот, то есть мы можем бояться, не бояться, но мы должны это принимать уже и как-то с этим жить. Вот, поэтому категория боимся, ну, тут уже как-то это надо принимать как данные и думать, что с этим делать. Я думаю, что, ну, вот лично мое мнение, я не уверен, что все его разделяют, но мне кажется, что все равно, какие бы ни были вот эти удачные чат-боты, как бы они хорошим образом не помогали, все равно текущий уровень развития генеративных сетей не позволяет, насколько я понимаю, в ближайшей перспективе ожидать, что эти сети будут генерировать, так скажем, правильные мемы. Они могут эти мемы, грубо говоря, обучиться им и выдавать. То есть то, что уже есть. Но то, что они будут правильные какие-то вот такие находки сами делать, то, что свойственно иногда людям, открытия. То есть учитель придумал, как наглядно что-то донести. Он придумал некую технологию, там, я не знаю, позволяющую проще воспринимать там что-то. Я думаю, что вряд ли на это можно рассчитывать, и поэтому вот что-то такое действительно топовое, нерутинное, это останется атрибутом школьных учителей, и не только школьных учителей. И на самом деле вот тот уровень взаимодействия, который есть между людьми, я думаю, что в ближайшей перспективе ожидать, что именно мы выйдем на такое же взаимодействие, там, не знаю, чат-бота и человека, ну, довольно сложно, потому что чат-бот – это условно 100 миллиардов чисел, весов, которые можно упаковать в мобильный телефон, и вот это и все. Вот этим ты телефоном пользуешься, и все эти знания – это, по сути, 100 миллиардов весов. Ну, вот 100 гигабайт у тебя хранится где-то, и ты можешь их каждый раз задавать вопрос. То есть вся информация в интернете записана в этих, ну, или откуда он обучался, в этих 100 миллиардах весов, ну, в зависимости от того, какая модель используется. И вот инференс, прямой проход делается, и каждый раз там на твой запрос тебе это вот никуда там не подключаясь, просто вот автономно все вот все эти знания. Ну, понятно, что то, что может человек или, так сказать, коллективный разум, который у нас есть, это, конечно, намного более такая история интересная. Вот. Но повторю, это я говорю про ближайшую перспективу. То есть я ни в коем случае здесь не говорю про какие-то там десятилетия вперед. Это вот именно речь о ближайшей перспективе. А вам не кажется, что люди – это тоже условные 100 миллиардов или 100 триллионов каких-то весов, которые у нас внутри сформировались за первые 15-20 лет жизни? И мы тоже так вот, ни к чему не подключаясь, ходим, смотрим, выдаем информацию, генерируем информацию. Вопрос мой такой. Как вы думаете, есть ли какая-то фундаментальная граница между живыми существами и этими моделями, которые будут становиться все мощнее и мощнее? Есть ли эта граница, и давайте ее назовем, не знаю, границей души или, может быть, чего-то божественного внутри нас, чего никогда машины не перейдут? Или все-таки мы тоже машины, но просто очень мощные? Ну, это совсем философский вопрос. И он, наверное, правильный в том смысле, что ну, большинство людей так или иначе об этом задумывалось. Но в состоянии ли мы сами дать правильный ответ на такой вопрос? То есть, как бы, не будет ли здесь как бы противоречия, что мы пытаемся слишком далеко зайти? Я не знаю, меня в этом вопросе смущает то, что тут как бы есть две составляющие, и они как бы не совсем вяжутся друг с другом. С одной стороны, современная наука однозначно говорит о том, что, ну, грубо говоря, мы можем синтезировать жизнь фактически,
путем, там, я не знаю, разряда молнии и на определенный коктейль, где плавают молекулы, даже не обязательно органические, просто в достаточном количестве, там, азот, водород, углерод, ну, просто вот какие-то элементарные, условно, микро-РНК появляются и начинают реплицироваться. Вот такой автокаталитические реакции происходят. И, в общем-то, с этого, как только появляется вот этот вот самовоспроизводимость и, так сказать, отбор появляется, ну и все, с этого все пошло, и дальше можно вот уже все объяснить по какой-то степени. И в этом смысле ответ такой, что ну да, ну в общем-то мы тоже в какой-то степени набор, ну в общем, я бы так сказал, определенный генотип, зашитый в ДНК, и его фенотипическое проявление, которое сформировалось, исходя из того, в каких условиях мы развивались, в том числе на эмбриональном уровне. Вот, то есть при других условиях мы могли бы фенотипически по-другому как-то вот это проявиться, признаки, но в конечном совокупности, да, это такой расширенный генотип наш. И он определяется изначально вот тем, что было заложено вот, генетически, и фактически потом это построило уже предобученную некоторую нейросетку нашу в голове, ну, она по другим принципам функционирует, ну, и потом она по ходу жизни, значит, корректировалась, там определенные цепочки нейронные как бы усиливались, прокладывались, что-то забывалось, ну, вот мы изначально были на что-то настроены, в том смысле, что предрасположены к такой-то рода, там, получению знаний, к такого-то рода деятельности. А это с одной стороны. С другой стороны, когда мы начинаем так говорить и умничать, что вот, значит, вот так все устроено, мы как бы исходим из каких-то первопричин, которые мы не, ну, как бы заминаем. Ну, что вот мы можем объяснить. Но мы можем объяснить, исходя из каких-то, ну, принципов, как устроена Вселенная, каких-то законов, прежде всего физики. Да? И эти законы мы можем наблюдать, ну, как бы сказать, следствие. Там, что закон всемирного тяготения, ну, мы видим Луну, да, что она вращается вокруг Земли. Это не противоречит, а наоборот подтверждается. Вот такого много. Но почему именно такой закон? Почему там, ну, не другой? Был бы другой, ну, не было бы вот этого всего, да? Почему живем в такой вселенной? Что вообще такое вселенная? Что такое атом, элемент материи? Кто это сотворил? Так вот, резюмируя вот то, что я хотел сказать, в общем, ответ на этот вопрос можно как бы умничать и говорить, что вот да, все объяснимо, мы такие машины, просто, так сказать, венец эволюции, но в целом это вот, да, искусственный интеллект в конечном итоге, ну, за счет других механизмов, но может тоже вот до чего-то такого дойти. С одной стороны. С другой стороны, а мы вообще как бы, когда стартуем с каких-то вот аксиом, мы как бы автоматически, так скажем, ну, не обсуждаем начало, первопричину. Как бы это мы не в состоянии, насколько я понимаю, так сказать, ответить на эти вопросы, поэтому все равно вот как бы мы не, так сказать, не продвигались вот в своем понимании собственного развития, все равно будут оставаться вот такие вопросы приблизительно, которые я вот подсветил, и в этом смысле я не знаю, как ответить на, ну, в общем-то, правильные вопросы, и меня здесь немного вдохновляет то, что даже в математике очень такой, ну, царица наук, в общем-то, язык, на котором говорят другие науки, даже в ней есть такие проблемы, как там останова машины Тьюринга, то есть, или, ну, то есть просто вот у вас написан алгоритм какой-то, да, и вопрос, этот алгоритм там остановится или там бесконечно будет работать. Вот мы не можем чисто по тексту алгоритма отвечать на такие вопросы и в целом говорить, там, доказуемо это или недоказуемо. Точнее так, может быть доказуемо, но мы не можем, как это сказать, ну, теорема Гёделя не в полноте. То есть мы есть утверждения, которые верны, но мы не можем это доказать. Там, ну, в принципе, есть какие-то ограничения, такая вот как бы противоречивость самоприменимости. Я бы так это сформулировал, что на этом строятся вот эти, так сказать, результаты. И в этом смысле в попытке слишком хорошо понять самих себя, это, естественно, надо делать, и мы в этом сильно продвигаемся, но, возможно, в какой-то момент мы будем упираться на вот такое вот некоторое принципиальные какие-то ограничения. Еще раз, это не пессимизм, это скорее некая аналогия. Я не уверен, что она здесь имеет место и вообще как бы, но тем не менее
Это, в общем, иногда как бы, ну, немножко проще позволяет смотреть на некоторые вещи. Вот, я бы так сформулировал. А вас вопросы этики искусственного интеллекта волнуют? Опасаетесь ли вы, что искусственный интеллект будет делать слишком многое? Например, вот один из страхов, которые люди ощущают, это то, что искусственный интеллект или большие языковые модели узнают слишком много. Они так много читают, их так интенсивно тренируют, что в итоге они будут знать о нас, о человечестве. Слишком много, собирая ту информацию, которую даже им, ну, авторы этой информации, может быть, и не хотели бы разглашать. Они же тренируются роботами, и поэтому сканируют все, что могут найти. И в итоге у нас получится такой мозг, из которого потом уже невозможно будет удалить какие-то знания. И получится, может быть, ну, что-то опасное. Но если, если кто-то узнает о нас что-то, что лучше удалить, то, может быть, мы не такие хорошие, и, может, оно и к лучшему, что скрывается, и, так сказать, то есть это в каком-то смысле заставляет тогда быть более, как это сказать, правильным. Ну, я так шучу, извините, немножко, чтобы как-то слишком серьезность этого все. Ну, я не знаю, меня, как объяснить, то есть это речь о, как это, Скайнете, или как там это в Терминаторе-то, что вот этот вот искусственный интеллект захватит мир, или что он слишком много о нас будет знать, о наших слабостях, в какой-то момент поймем, что мы ему мешаем сделать жизнь, так сказать, правильной, что мы тут опасные вообще люди с какими-то комплексами. Вот, что. Например, давайте пофантазируем. Давайте представим такую фантазию. Есть некая большая, условно, чат GPT, который большой сервер находится под контролем кого-то. И этот большой сервер общается так или иначе с огромным количеством пользователей. Вы что-то у него спрашиваете, я задаю какие-то вопросы. Нам кажется, что каждая коммуникация с ним – это изолированная транзакция. Я спросил, мне дали ответ. Вы спросили, вам дали другой ответ. Но давайте сделаем шаг вперед и представим, что это большая машина внутри у себя начинает соображать, что у нее спрашивают одни разные люди какие-то похожие вещи. И, например, она начнет нами манипулировать, давая нам какие-то правильные ответы на наши вопросы. И получится, что она из одной точки имеет, не знаю, несколько миллиардов транзакций с нескольким миллиардом живых существ. И она на этих больших числах начнет понимать, что нужно ответить первому миллиарду, чтобы он, например, пошел войной на второй миллиард. И мы даже не поймем, что произошло, потому что каждый из нас думает, что с нами индивидуально общается машина. Но она начнет Да, ну, манипулировать. конечно, ну, опять возвращаясь вот к этой аналогии, ну, я не совсем точную аналогию, но вот когда у человека освоил камень, это же достижение было, он мог этим камнем, ну, делать какие-то, строить дом, допустим, да, ну, или не дом, пещеру оборудовать, а может с этим камнем напасть на соплеменника, да, вот тоже. И в этом смысле это всегда будет, ну, как сказать, ну, вот ровно вчера мы как раз, я уже упоминал, об этом и говорили, что, с одной стороны, ну, скажем, Пол Маккартни может использовать искусственный интеллект для того, чтобы воссоздать голос Джона Леннона и вместе снова спеть, что, собственно, насколько я знаю, даже и обсуждается. Вот. И это скорее плюс, да, ну, то есть мы, наверное, так смотрим, кто любит Битлз. Я отношусь к их числу. Вот я буду рад, если, значит, Битлз каким-то образом вот хотя бы таким будет воссоздаваться, хотя бы вот частично. Вот. А с другой стороны, понятно, что уже теперь не Пол Маккартни, а какой-нибудь злоумышленник воссоздаст другого человека. Ну, в моем случае это был Собянин. И мне Собянин звонил по Зуму и, соответственно, пытался что-то мне там, значит, сказать. Ну, в общем, мошенники. Сергей Семенович мне обычно не звонит. Я как бы не настолько, сказать, важный человек, что мне... Ну вот они, видимо, мошенники подумали, что меня, так сказать, верят, что меня Собянин будет звонить, но вот они меня по Зуму старались. Сначала по WhatsApp, что уже напрягло, Собянин по WhatsApp. Но я говорю, давайте в Зуме. Ну, это к чему говорю, что да, конечно, это шутка шуткой, но я буквально сегодня списывался с человеком, ученым, преподавателем, которого 2,5 миллиона рублей вот таким образом увели. И поэтому, конечно, шутка шуткой, но это печально, да. Это очень печально. И, ну, в общем, это меняет в том числе вот ну, к плохому жизнь людей. И такие примеры я тоже знаю. Ну, не знаю, что сказать. Это
Опять-таки сложный вопрос. Как бы мы на это не смотрели, это все равно происходит. Это происходит, это могут использовать. Меня даже больше здесь волнует то, что в каком-то смысле, ну как объяснить, вот эти нейронные сети обучаются на просторах интернета, да, ну то есть откуда они данные берут. И мы знаем, что одно и то же событие, ему можно придать разную окраску, можно подсветить разные моменты. Ну, э, как сказать, ну вот я приведу один пример, который многое пояснит. Я один раз был во Франции, ну, в момент, когда Россия начинала там ну, входить в Сирию. И я смотрел телевизор во Франции, просто я немножко понимаю французский. И вот там рассказывают про то, что бомбят Алеппо, там показывают российские, значит, эти там что-то говорят. А у меня там ученик, у него родители там в Алеппо. Я ему потом спрашиваю, говорю, Мухаммад, а вот что происходит на самом деле? А картинка реальная оттуда. И вот он мне рассказывает как бы одну историю, которая, ну, то есть, условно, там, ну, в общем, а по Франции по телевизору идет другая история. Я понимаю, что это вроде они тоже как бы не то, что прям прямой обман, потому что они прямо не говорят, да, что и кто. То есть они как бы, ну как объяснить, это совершенно однозначно. Я специально не привязываюсь к текущим событиям, я просто говорю вот уже элементе истории, что вроде нет какого-то прямого обмана, но просто они показывают, подсвечивают, что вот там из-за чего-то люди там вынуждены уходить, а потом оказывается, что, собственно, сами французы-то это и делают, условно, да. Но они не будут говорить, что мы сами это делаем, люди, они просто показывают, и понимаете, вот, ну, это условно. И получается, когда ты берешь нейронной сетью информацию из их передачи, что получается, это одна раскраска, ну, как бы совершенно разная информация. Причем сказать, что это прямой подлог, вроде как нельзя, потому что ну, не было сказано, что это... И вот эта игра, это самый простой пример. Ясно, что это можно более изощренно делать, и вроде тебе доносят информацию какую-то, имеющую отношение к делу, но скрывается какая-то часть фактов, какая-то выпячивается, и вот в чем проблема. И такого контента, если вот мы понимаем, что есть условно разные интересы разных групп людей, в мире в целом, это даже там не две группы, не три, там многие, у всех свои интересы. И вы можете себе представить, насколько вот из такой информации что-то ценное вычленяется. Особенно если мы даже берем историю, свою историю, вот, ну, как за последние 100 лет, если мы видим, что она даже переписывается, вот, ну, так сказать, на моих глазах, я уже в 90-е годы жил, вот, условно, и видел, я сейчас не про нас говорю, я в целом помню, что, где, как, и я вижу, что многие вещи, которые они как бы по-другому, еще раз, я не в плохом контексте про это говорю, а просто в таком, что люди, даже не, может быть, не злонамеренно, у них это откладывается как-то, они потом это вспоминают и это описывают, а другой человек по-своему это описывает. И когда проходит время, мы начинаем это смотреть, и мы видим, что ну, не всегда вот эта картинка, она очень как бы получается акцентирована. То есть вот условно слово «свобода» и «беспредел» – это одновременно то, что характеризует 90-е. Вот какой акцент вот вы сделаете? Свобода или беспредел? Вот просто, чтобы понимать, о чем я. И как бы для кого-то это свобода. Кто-то столкнулся с тем, что появилось много свобод. Ну, там, наверное, большинство столкнулось с тем, что это вот... Ну, вот просто, чтобы понимать. И вот это есть проблема, потому что вычленять и как-то раскрашивать вот эти вещи, ну, чисто объективно, очень сложно. И опять-таки здесь появляется какой-то личностный фактор, когда человек условно имеет свой жизненный опыт, а он начинает с этих позиций как бы закладывать их, это все равно люди делают, ну, в какой-то степени. То есть они могут закладывать в алгоритмы, хотя вот по факту, если мы как бы обезличенно делаем, мы просто исходим из данных, то уже в этапе, когда ты собираешь данные, какие-то данные используешь, вот в этом и есть личностный фактор. То есть я беру, скажем, данные, ну, допустим, условно, чисто на русском языке, а могу брать чисто на английском языке. Ну, вот будет вообще разное, вы понимаете, да, о чем я. В этом я вижу большую проблему, потому что вот это очень сложно, ну, как бы решить. Все остальные вопросы, которые, вот как мне кажется, они, во-первых, могут регламентироваться, например, тем, что условными ватермарками, тестами, то есть вот мы
получаем информацию от нейросети. Это мы знаем, что эта нейросеть условно находится на там, другом континенте, что это не интересы нашего там государства, это интересы другого государства, эта нейросеть нам что-то советует. Это легко, как мне кажется, можно определять. Или наоборот, если мы там, я не знаю, внутри в чем-то там сомневаем, мы тоже можем понять, что это вот условно нейросеть, она соответствует официальной какой-то позиции. А мы, например, хотим получить информацию, и вот это можно размечать, и мы можем, ну, получать эту информацию, мы будем понимать ее окраску. Вот как бы, и это можно делать как непосредственно, сами создатели контента это законодательно обязаны делать, это можно договориться, либо мы проводим тесты. Ну, тесты, которые позволяют понять, что это контент сгенерирован, ну, определенным образом. То есть просто вот, что он сгенерирован нейросетью, а более того, с какими-то определенными там, ну, вот, настроем. То есть я думаю, что такого рода вещи, они как раз вполне прорабатываются. Проблема именно в том, на чем они обучаются, на чем эти сети обучаются, какие там стоят фильтры. Потому что из-за того, что многим нейросетям нельзя там, например, говорить, извините, черный, там еще что-то, ну вот что. И они ставят там большое количество, ну, таких фильтров, и это сильно, ну, во-первых, это куча ресурсов, времени жрет, это не очень, но самое главное, что это не совсем понятно какое-то сочетание искусственного интеллекта и вот этих вот костылей. Это уже очень такая конструкция становится странной, потому что это не чистая выдача, соответственно, а какая-то рецензированная. Иногда это рецензирование тебе не очень нужно, потому что оно просто реально, ну, как бы дает какую-то смещенную информацию для тебя. Ну, немножко мы тут увлеклись, даже немножко в политику пошли, но я думаю, вы поняли, что я немножко о другом, о том, что раскраска здесь, вот мне кажется, это будет проблемой. Вот. А если пофантазировать далеко вперед, вы сказали, что на ближайшие годы вы понимаете ограничения этих генеративных моделей. А представьте, через 50 лет, есть у вас какая-то фантазия, через 100 лет, куда мы можем прийти? Насколько будет мощна эта сфера искусственного интеллекта, и что мы от нее получим? Ну, давайте тогда пофантазируем, следуя Ликуну, следующим образом. Вот мозг человека в миллион раз приблизительно энергетически более эффективен, чем соответствующая вот, архитектура современных компьютеров, давайте так грубо скажем. То есть миллион раз. И то, что делает, вот то, что мы делаем там за 1 ватт, да, ну, это суперкомпьютеры делают за миллион ватт. Ну, и это проблема. Чтобы обучить, ну, условный чат GPT, требуется десятки миллионов долларов сейчас. Ну, вот Мгм. 20 миллионов, по-моему, там использовалось. Ну, может быть, со временем чуть будет эффективнее. Но масштаб понятен. Значит, и это только обучение одной такой языковой модели. На это может уходить месяцы. Поэтому, когда мы себе рисуем вот такие перспективы, что, соответственно, вот сейчас все будет автоматизировано, давайте подумаем об ограничениях. Что это за ограничения? Какие они? Ну, вот очевидно, что уже сейчас это сильно проявляется, что большие языковые модели делают не только самые умные, но и самые богатые. То есть у кого есть достаточно ресурсов на то, чтобы, собственно, действительно запустить все это обучение в нужном масштабе. И это очень серьезное ограничение на то, чтобы это массово как-то распространялось. Понятно, что по мере того, что будут появляться новые нейросети с уже хорошей предобученной, то это будет скорее результат дальше не обучения с нуля, а до обучения. Это, конечно, сильно экономит, да, то есть здесь в этом смысле перспектив много. Чем больше, ну как в обычной эволюции, чем больше появляется удачных идей архитектур, условно пулинг, там эти всякие, я не знаю, сверточные сети, еще какие-то там. И вот они, значит, много где, не только там анализ изображений, ну, там, например, звуковой сигнал тоже в сверточной сети там могут использоваться, ну, много где. Но эта вот удачная конструкция, она начинает себя как бы плодить. И это распространяться. И в этом смысле не надо заново изобретать. То есть у нас уже есть архитектура, ее надо обучить, часто это даже уже понятно, как там компактно сделать, но все равно вот эта проблема неэффективности, ну, относительно нашего мозга, неэффективности современных архитектур, она явно будет сдерживающим фактором на пути, чтобы, ну, вот как это там в картинках рисуется, за нас все думают, все делают. То есть это будет, ну, во всяком случае, на ближайшее время очень серьезным таким ограничителем. Если эта проблема как-то решится, то есть мы перейдем к каким-то нейроморфным, может быть, каким-то фотонным, не знаю, еще каким-то квантовым
вычислениям, это может поменять сильно. И в этом смысле будущее может резко, так сказать, ускориться. И вот то, что самое-самое такое волшебное, что можно представить, там, заканчивая чипированием, или ну просто, что вот у нас вся информация, мы сразу о себе все узнаем, это автоматически там впрыскивается какое-нибудь там средство, чтобы там улучшить, мы долго живем, и все хорошо, все контролируется. Я думаю, что это все-таки не совсем ближайшая перспектива. Более того, это все равно будет как бы некий такой процесс. Чем больше мы себе упрощаем жизнь, тем на самом деле мы становимся более, ну, знаете, как там митохондрии в клетке. То есть сначала случилось поглощение, а потом уже самостоятельно они как независимо существовать не могут. Так же, как там некоторые грибки, муравьев там растут, да, в огороде, но они только вот в этом муравейнике могут, то есть они уже таким симбионтом стали, что если их куда-то вытащить, они уже не будут сами по себе там. Ну, то есть мы становимся зависимыми от, так сказать, вот всего этого. И на самом деле та эволюция, которая сейчас наблюдается, ну, это звучит грубо, но извините, мы тупеем. Ну, в смысле объема мозга, ну, не мы с вами, а в целом, что за последние там столетия, даже, я бы сказал, там, тысячелетия, объем мозга человека уменьшается. И, ну, если это как бы напрямую связывать действительно с каким-то таким умом, пониманием мира, то просто мы часть этого переносим на культурную эволюцию. То есть дети получают большое количество знаний по ходу вот развития, и это сразу их вот делает сильно продвинутее, чем ребенок, который 300 лет назад. Но ребенок 300 лет назад, который бы оказался сейчас здесь, он бы не был глупее, чем ребенок, который сейчас здесь родился. Вот. И я к чему это говорю, что вот в этой как бы такой вот картинке мира, если мы слишком будем здесь, оно естественным образом отразится на том, что мы будем сильно зависимы от этого искусственного интеллекта, что мы сами будем, в общем-то, ну, в общем, это интересный вопрос. Вот что мы сами будем из себя представлять такое? Я имею в виду не какие-то отдельные люди, которые там, в целом. Вот это большой вопрос, и вот эта эволюционная составляющая отбора, она, ну этим надо заниматься, это надо моделировать и оценивать. Мне кажется, это очень интересные и важные вещи. Вот. Но как бы возвращаясь к вопросу, а все-таки что через 50 лет, я думаю, что все-таки будет очень серьезный прогресс. Вот многие думают, что к 30-му году уже будет сделан сильный искусственный интеллект, то, что называется сильный искусственный интеллект. И по факту очень многие важные вопросы мы сможем делегировать, действительно, ну, так скажем, автоматизировать. Вот такая промышленная революция нынешнего времени. Вот, что это изменит технологический строй вот очень многих производственных процессов, и работа людей в многих профессиях сильно поменяется. Что самое интересное, такая профессия, как там, не знаю, слесарь или там электрик, она может, как раз останется очень даже актуальной. А вот профессия программиста может уйти в небытие. Ну, Вы знаете, некоторые студенты говорят, что смысла сейчас учиться математике, физике, программированию, алгоритмам, дискретной математике, а нужно становиться операторами искусственного интеллекта. Потому что все эти профессии, которые я перечислил до этого, они все будут не нужны. Это все эти решения будут находиться автоматически в каком-то очень большой машине. А нужно будет уметь этой машиной пользоваться. И именно за это будут платить через условные 5 или 10 лет. И вот вопрос, не кажется ли вам, что такой ну, это имеет смысл, такой подход для молодых студентов, тех, кто сейчас поступает на первый курс, нужно ли им учить математику, нужно ли им учить физику, или, может быть, или программирование? Может быть, им действительно становиться вот этими промпт-генераторами и операторами чат GPT? я, наверное, тогда такую аналогию приведу, она как раз вот тоже связана с личным опытом. Ну вот мы давно ходим по разным, так сказать, как сказать, ну и чиновникам, и директорам разных, так сказать, компаний. И ну, вот когда транспортными потоками занимались, оптимизацией, говорим, вот, ребят, смотрите, мы то-то, то-то можем, ну, раньше говорили, вот, мы можем сделать свои солверы, свои пакеты, ну, поддержите, сделайте, так сказать,
стартовый капитал, чтобы мы это запустили. Но интереса большого не было. И на это отвечали не потому, что нет, нас уважали, к нам хорошо относились, но говорю, ну а зачем? Вот уже есть западный пакет, который вот это все, значит, сделает. И, соответственно, ну, спасибо, вы можете там экспертизу сделать и так далее. И мы, в принципе, понимали, почему так. Причем мы понимали, что мы в ряде случаев точно можем сделать лучше, потому что этот, условно, западный пакет был сделан в начале 90-х, и с того момента просто банально наука поменялась. Не то, что там они там, глупые, а мы умные. Нет, ну просто банально они делали 30 лет назад. Вот мы сейчас. Ну вот и все. Но проблема в том, что вот как бы так не работает. Если вот есть вот такой простой путь, он выбирается. А сейчас понятно, что это все поменялось, мы стали нужны, востребованы. Вот на физтехе делается такой оптимизационный солвер, там один из основных людей, Роланд Хильдебранд, который, кстати, за границу перебрался из Франции. Вот. А при этом история же очень похожая. То есть, если мы сейчас будем заниматься тем, что говорим, ну зачем нам математика, зачем нам вообще понимать, что под капотом? Ну, случится так, что мы в какой-то момент условный OpenAI скажет, что это не очень open, я closed. И что тогда? Ну, я так условно. Ну, хорошо, допустим, он не будет closed, но электричество выключится или как-то у нас какие-то, ну, не знаю, ну, всякое бывает, ну, просто, и даже элементарно, если мы хотим, то есть, умные такие фразы, технического суверенитета, вот, то ну, невозможно просто, как это сказать, быть юзером, пользователем. Ну, невозможно, потому что технологии меняются очень быстро, и вот эта условная профессия промпт-инженера и так далее, она же в каком смысле тоже, это не будет вот как сейчас, так и всегда. Там много чего будет происходить. Там надо будет уметь налаживать взаимодействие нейросеток между собой, придумать постановки задач, как их они обучаются. То есть это будет все-таки хитрее. И для того, чтобы порождать идеи, лучше понимать, что под капотом. То есть нужно понимать какой-то набор самых главных принципов, первых причин, первой идеи. На каком языке это сформулировать? Что такое вообще обучение нейросети? Вот когда мы говорим, обучаем нейросеть, и все говорят, ну вот мы берем выборку, но когда мы берем выборку, мы начинаем его повторно использовать, мы уже делаем нехорошую вещь. И человек, который этого не понимает, он уже ограничен. Ну, то есть все, уже как бы у него есть риск переобучения. Если он либо должным образом не регуляризирует, либо не будет ранней остановки. Но это математика на самом деле. Да, это можно как набор кухонных рецептов понимать, но если ты понимаешь это как набор рецептов кухонных, то ты будешь гиперпараметры там в десятки раз там больше подгонять, а математика тебе позволяет ну, просто реально прийти в компанию, сказать, я вам сейчас в 10 раз сокращаю время обучения нейросети, она будет не 2 месяца обучаться, а 2 недели. Вот и все, вот как бы эффект от этого. Но ты это не сделаешь, если ты промпт-инженер. А, ну, и масштаб от этого всего, от как бы, это не, ну, как сказать, это не то, что ну, как бы люди же судоку отгадывают, это элемент некой культуры развития мозга. То есть, если ты как бы, в принципе, на этапах вот своего обучения тратишь на это время, то дальше у тебя уже есть некоторая предобученная твоя нейросетка, на которую хорошо ложится много что еще. Если ты этим предобучением не занялся вовремя, то, извини, ты уже ограничен в своей зарплате и возможностях. Но это, знаете, вот как, в принципе, у тебя есть возможность слушать, условно, опять-таки, Битлз воочию, прийти, вот они для тебя играют, в комнате к тебе собрались, а можно по телефону где-то там положить в углу, и тоже, и там Битлз. И вроде приятная мелодия, но все-таки это не одно и то же. И вот эта полная гамма чувств, эмоций, такое вот мироощущение, оно просто богаче. Ты просто богаче в том смысле, в котором вот действительно вот ты хочешь быть богаче. И заведомо себя, ну, тебе может это быть не твое, ты это поймешь, но ну, как бы изначально даже об этом не думать, ну, это как-то вот, на мой взгляд, странно. Это как, не знаю, заранее отказаться от того, чтобы есть там, я не знаю, мясо, да, вот, ну, просто не есть и все. Вот, ну, я, условно, я не в том смысле, ну, условно, какой-то продукт, не мясо, а просто потому, что это не хочется. Ну, ты вот попробуй, может понравится. Вот я скорее об этом. Если человек понимает, что это его, ему помогает как-то строить картину мира, а математика – это язык, она помогает строить картину мира. Я сейчас очень опасаюсь того, что происходит с физикой, потому что ситуация такая, что большинство детей, ну, школьников, вот, они, в общем, действительно следуют вот той логике, Егор, которую вы озвучили, и эта логика такая, она, так сказать, быстрый результат. Вот где сейчас, вот, но сейчас же они пока доучатся, пройдет 6 лет. И кто будет эти новые процессоры делать? Кто будет понимать, как? Вот и это тоже проблема.
Ну, собственно, отчасти это раскрывает мою мотивацию, почему, когда мне предложили не просто стать ректором от университета Иннополис, а сказали, что будет возможность, и прям объяснили, почему и каким образом. А, ну, как-то помогать, или, как сказать, ну, так сказать, быть сопричастным к этому процессу, понимаю, что у меня достаточно много друзей, хороших знакомых, которые могут, я могу им вот как бы подключить к процессу, мы можем что-то крутое сделать, это ну, это вот было на чаше весов, вот либо частично променять науку, то, что мне больше всего нравится, на вот то, что мне меньше, конечно, нравится. Но вот в какой-то момент я понял, что все-таки, ну, надо воспользоваться такой возможностью, потом может уже и не быть. Если получится, это действительно будет, ну, в том числе, как бы, следующим поколением в первую даже очередь важно. То есть это как бы работа на будущее. Вот. То есть прямого какого-то фидбэка я, естественно, от этого не получаю, но это и не делается для того, чтобы вот как бы сиюминутно, что то есть понятно, что этот процесс, он пока проявится, пока станет что-то понятно, на это уйдут годы, но если этого не сделать сейчас, я боюсь, что мы действительно можем вот оказаться вот в такой вот ситуации, что уйдет поколение вот учителей возрастных и будет некоторый провал. И вот я почувствовал, что надо здесь быть активным. Ладно, я опять отвлекся. А вы можете сравнить ситуацию в нашей науке, в нашем образовании с мировой ситуацией? Не с какой-то конкретной, может быть, страной, а вот вообще в мире. В разных странах наука как-то развивается, они в каком-то месте находятся, и мы в каком-то. Вот мы догоняем или мы... В общем, как вам кажется, где мы? И что будет дальше? Но я считаю, что была для нашей науки трагедия 90-е годы, когда огромное количество очень талантливых людей, молодых, уехало, и у нас был провал. То есть те люди, кто должен был быть, ну вот сейчас в возрасте 50 лет, может 60 лет, они в основном были ну, топовые на Западе. И из-за этого мы, конечно, прямо скажем, отстали. То есть в 2000-х годах, когда началась волна вот этого бум искусственного, ну не искусственного интеллекта, это называлось машинное обучение, я так понимаю, мы сейчас про это говорим, не совсем про науку, а скорее про такую науку, связанную с современными какими-то. Так вот, и мы достаточно сильно отставали. У нас было несколько хороших школ, в том числе вот в Москве школа академика Журавлева Юрия Ивановича по этим вопросам. Это было несколько кафедр в МФТИ на ВМК. Но сравнивать это по масштабу активности с тем, что происходило на Западе, ну, просто даже как-то, ну, язык не поворачивается. Это было абсолютно разные истории. Что самое обидное, то эту науку на Западе во многом двигали люди с фамилиями Вапник, Нестеров, Немировский. Понятно, да? Ну, то есть это просто наши соотечественники. Ну, обидно это не в том смысле, это выдающиеся, это великие люди, я как бы в том смысле, что фактически они стали ну, не возвращаться, как сказать, быть, воссоздавать что-то здесь, вот буквально, ну, вот когда, с 11 года, ну, то есть относительно недавно. И я видел своими глазами, насколько это имело важную роль. То есть когда вот эти топовые люди, ну, конкретно речь о Немировском, Нестерове, стали здесь там, спокойным профессоре, делать. И я напоминаю только тех, с кем сам соприкасался, то есть здесь не надо понимать, что я как пример. Там Смирнов, Станислав. Вот эти активности, вот сейчас, просто чтобы понимать, вот сейчас, например, курс оптимизации на ВМК, ну, начнем с физтеха. С физтех, Скалтех, Вышка, ВМК, Иннополис читается более-менее по тому стандарту, который был заложен Нестером, когда он здесь был в 2011 году. То есть вот лауреат разных премий, Датска, Фолкерсонов, не Фолкерсона, Данцига, фон Неймана, Винера. Так вот, он приехал сюда в рамках вот мегагранта, читал курсы и довольно сильно повлиял на все. Ну, то есть он выступил таким научным соруководителем моим, я докторскую защитил, стал заниматься оптимизацией. Знаю огромное количество людей, которые тоже... Сейчас это большая школа, уже там не одно поколение. И вот этого у нас, к сожалению, было не очень много. Именно по таким современным трекам. У нас были хорошие научные школы, может, мирового уровня по моделированию, математическому моделированию. Это вот, но вот когда искусственный интеллект стал вытеснять моделирование, вот в этот момент оно и стало проявляться, что моделирование-то осталось хорошее, а вот то, что связано с анализом работы с данными,
Ну, так сказать, в плане фундаментальной науки у нас было упущение, при том, что у нас замечательно ведущая, может быть, в мире, и одна из ведущих вероятностных школ, а это в основе искусственного интеллекта. То есть оптимизация вероятности – это просто вот, ну, то, что Советский Союз, можно считать, был в этом, ну, либо впереди планеты все, либо был, как минимум, вот в США мы, так сказать, были на уровне, то есть абсолютно вот наши результаты. У нас был Колмогоров, что тут говорить, школа Колмогорова. Многие ученики, их, так сказать, следующее поколение до сих пор здесь, Ширяев Альберт Николаевич, допустим, это абсолютно топовый человек, до сих пор пишет классные книжки. И поэтому тут как бы правильно надо меня понять. То есть, с одной стороны, у нас действительно было много чего крутого, и просто от нас пошли многие результаты, но при этом, при всем, вот эта вот налаженная система такого рекрутинга молодежи в науку, соответственно, связь с индустрией, это только недавно началось. Началось так вот недавно. Фактически вот огромную роль в этом сыграли и компании типа Яндекс, вот, которые действительно сделали приблизительно то, что и на Западе делают всякие Гуглы, Microsoft, то есть они стали вкладываться в науку, и вот часть людей, они как бы пошли, кстати сказать, и Huawei тоже, вот, в том числе в России, надо сказать. То есть я тоже, к слову, момент, когда... Вообще, мне кажется, что Трамп и правда наш агент. Это шутка, но то, что Трамп сделал для наших ученых, это, конечно, сложно переоценить, когда он закрыл Китаю, начал наезжать на Huawei. Я же взаимодействовал с Huawei и до, и после. И, конечно, то, что началось после вот этих телодвижений, это, конечно, надо прям спасибо сказать. Huawei пошел в регионы, по всей России, куча грантов, куча научных коллективов выросли. В общем, я думаю, что на английский язык нас переводить не будет, поэтому Дональд, спасибо. Да. В общем, действительно, большое дело сделал для развития науки и образования в стране, даже образования, потому что многие из тех, кто получают гранты, ну не гранты, а проекты Huawei, это обычно 10, там, 15 миллионов, они же как раз еще где-то преподают. И это все тоже, в общем, мне опять немножко ушло в сторону, но вообще вот эта составляющая на Западе, конечно, она намного более проработана. У нас такое есть, мы в эту сторону движемся. Меня очень радует, что мы действительно сейчас вот догоняем. То есть тренд развития такой, что мы очень быстро идем вверх. Но мы отстаем, но мы идем вверх. То есть вот я бы так нарисовал. Вот это вот наша кривая, она вот откуда-то оттуда, а вот это западная. То есть вот такая. То есть наклоны разные, мы идем быстрее, но они еще выше. Вот. Но если так все сохранится, я думаю, что в случае, если отток молодежи будет мало, а вот по понятным причинам он вот последние несколько лет был достаточно большой, это вот негативно сказалось. Но вот если это как-то сейчас выровняется, очень стараемся это сделать, ну вот надеюсь, что... Ну, потому что я действительно, я абсолютно искренне вот выступаю перед школьниками, ну, это еще раз, я так считаю, может быть, я не прав, я вполне допускаю, я просто вижу по своим ученикам, по людям, кто меня окружает, что возможность, во всяком случае, в Москве сделать что-то такое крутое, стать там, будучи молодым человеком, я не знаю, каким-то, ну, условно большим начальником в хорошем смысле слова. То есть человеком, от которого что-то зависит, он какой-то свой большой проект имеет, он влияет на то, как там, я не знаю, 6G делается, при этом преподает, при этом еще что-то. Это абсолютно реальная картинка, и на Западе, я сам с этим сталкивался, это намного сложнее, просто потому что там есть правила, и эти правила, они очень ограничительны. Если ты там условно такого-то возраста, то у тебя может быть не больше 2 аспирантов или еще что-то. Ну, то есть система в целом, там она такая, ну, устоявшаяся, и возможности для какого-то такого вот, ну, чего-то такого, такого, ну, немножко даже русского авось, там, конечно, нет. И это и в чем-то плюс, но в чем-то это, конечно, огромный минус, в смысле, вот, что в подходящих условиях, бурно меняющихся, действительно что-то такое вот сделать. И сейчас очень подходящие возможности, и зарплаты уровня там 300-400 тысяч даже для человека, будучи там ученым, и который вот как-то, так сказать, лавирует между там разными проектами, это абсолютно нормальная история. И я молодежи это рассказываю, что вы можете вокруг себя, в свою очередь, молодежь собирать. И вот этот вот принцип репликации, что сам как бы научись быстро, другого научи, ну, я надеюсь, что мы на этом пути еще, как бы сказать, покажем Пушкину мать. Ну, это еще шутка, это тоже, извините, просто иногда, так сказать. Вот. Не, ну, на самом деле у нас с Западом много контактов, мы сотрудничаем, пишем статьи. На уровне личных контактов
в большинстве случаев все хорошо, но проблема ровно в том, что боятся люди как-то официально взаимодействовать, их пугают там лишением пенсии и так далее. Ну, причем, что самое интересное, в основном это европейцы, там немцы, а как раз американцы, по-моему, сами, своих ученых они не сильно щемят, а щемят европейских, чтобы те, так сказать, неповадно было. Тоже довольно такая грустная на самом деле история. Я в общем, просто, общаясь с коллегами, я это чувствую, что как-то вот немножко такой момент есть, да. У меня последний вопрос. Я вижу, что мы начали с грустного, а закончили на позитиве, как раз как вы и предполагали. Посмотрим сейчас, что за вопрос будет. Хочу вернуться к началу, с чего мы стартовали, про музей. Расскажите немножко, и тогда закончим. Мне кажется, это будет интересно. Да, спасибо, да, за вопрос. На самом деле, я уже упоминал 3 проекта. Вот математический прорыв, физмат-прорыв для школьников. Это вот гранты студентам, чтобы они стали преподавателями. Это популяризация. Проект бакалаврской программы новой – это, в общем, собрать звезд, попросить их адаптировать их курсы, действительно сделать такой, условно, мат-анализ для искусственного интеллекта, линейная алгебра для искусственного интеллекта, свои особенности, значит, мы это все сейчас прорабатываем. Я тоже хотел сказать, что вот что значит хорошие есть друзья. Вот все поддержали, огромное всем спасибо, в том числе те, кто у вас был в подкасте, и Андрей Михайлович Рогородский, Иван Валерьевич Селедец, и многие еще ребята, может, у вас будет в подкасте, там Алексей Наумов, вот, Евгений Соколов, много, я не буду всех перечислять, там большое количество замечательных наших вот соотечественников, кто на поприще вот образовательном работает. Так вот, это сейчас запускается, я надеюсь, будет тиражироваться по России. Вот такая вот программа «Математические основы искусственного интеллекта». Но это как бы один из пунктов, а еще важный пункт по плане вот привлечения молодежи к науке – это музей. И вот мы с удивлением обнаружили, что нет сейчас в стране, во всяком случае, такого масштаба музея, масштаба страны, который был бы вот чисто такой научный, не политехнический, такой научный музей, не не инженерной мысли, а вот научный. Так что науки и технологии, математики. Есть отдельная лаборатория, так называется, пропаганды математики в Математическом институте Академии наук. Да, вот как раз Андреев ее возглавляет, Николай Николаевич. А вот так, чтобы это целостно, вот есть отдельно музей криптографии, там у Яндекса есть музей, там Лобачевского музея в Казани как раз. Все-таки отдельные истории. И вот возникла идея, когда ВДНХ выставка стала набирать обороты, что куда потом денутся какие-то наиболее удачные, так сказать, экспонаты. Начали говорить с Яндекс, с Сбер, с Тинькофф. Например, вот Яндекс заинтересовался тем, чтобы действительно там часть экспоната возможно передать. Но это вот обсуждается сейчас. До того, как мы с этой инициативой стали ходить, оказалось, что президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Нургалиевич Миниханов с такой идеей ходил, и не 1 год, как оказалось. Но он хотел, конечно, изначально, я так понимаю, больше какое-то, что-то местное раскрыть, но я думаю, никто не откажется, если это получится сделать. А цель именно такая. То есть идея очень простая, что надо действительно показать, что в основе очень многих важных достижений инженерных лежит наука. И эту науку можно показать, как-то визуализировать, дать потрогать. И это отражает социальный запрос. Вот вы не поверите, но я за короткий период от совершенно разных людей высокого уровня слышал одно и то же. Сначала была встреча с Красниковым Геннадием Яковлевичем, президент Академии наук, у нас была вот встреча на троих, еще был вице-премьер Республики Татарстан. Вот мы общались, он говорит, вот что сейчас происходит, что очень сильно возрос интерес родителей детей, вот у которых дети учатся, к науке. Они хотят, 65% взрослых хочет, чтобы их дети в своей профессии были связаны с наукой. 65%, задумайтесь, это потрясающим просто. Соответственно, потом, через буквально несколько недель, Дмитрий Николаевич Чернышенко, была отдельная с ним встреча, там некие руководители мегагрантов, я был одним из них, меня позвали на такую встречу, совершенно другой контекст был. Но он снова говорит, что вот смотрите, что происходит, 65%. Ну и на одном из мероприятий совсем недавно я познакомился, собственно, с коллегами из ВЦИОМ, которые этот опрос делали. Я про это сказал, говорит, так это вот, собственно, мы и делали. Я говорю, вот как раз сейчас действительно и такие вопросы, и вот про музей я тоже подкинул, что сейчас, возможно, такой опрос будет. И действительно меняемся, мы меняемся, вот у нас общество меняется, и это очень, на самом деле, радует. Во всяком случае, вот то, что я вижу, вот такой срез я вижу, что
интерес появляется к науке. И музей, он, конечно, является, ну как это, так сказать, по Гегелю. Но не мы придумаем музей, так кто-то точно придумает, все равно он возникнет. Ну лучше, чтобы это были мы. Вот, то есть время такое, что ну вот здесь и сейчас это нужно. Это нужно, чтобы показывать, что, ну как сказать, что-то такое вот, ну, светлое, яркое, созидательное. Показывать, что вот у нас действительно, ну, у нас действительно безумно талантливые дети. Я с ними периодически вижусь из разных совершенно мест, ну просто вот смотришь и думаешь, блин, ну вот, ну как вообще вот то есть мы должны быть прям, ну вот и проблема в том, что не все из этих детей потом ну, как бы становятся, какая-то часть уезжает на Запад. Но мы действительно страна талантов, и мне кажется, что вот такие проекты, как музей, там, действительно, которые в свою очередь делают, вот тот же там Ваня Селедец там готов советовать, Андрей Михайлович, они же готовы советовать, я с ними говорил. Еще могу кучу людей назвать, ну, фамилии людей, которые просто сказать, директоров институтов, там аптекарев, говорит, приходите, там у нас бомба делалась водородная, расскажем, покажем что-нибудь. Вот это вот общий такой, знаете, какой-то такой, ну, волна такая, она сейчас, ну, я вижу, что попадаем. Мы попадаем, и этим надо воспользоваться. Если это не сделать здесь и сейчас, ну, я опасаюсь, что вот этот энтузиазм уйдет, опять это все как-то ну, это неправильно, потому что в Германии, я забыл город, в Нью-Йорке, ну, есть такие музеи. И чем мы хуже? Это вопрос масштаба, ну, миллиард, 2 миллиарда рублей. Ну, понимаете, что это не очень, ну, не очень большие деньги, но ну, в масштабах того, что, то есть там же, мы же, как всегда, свойственным нам колоритом можем вместо того, чтобы там покупать сенсор на какой-то экран большой, сделать несколько камер, и они с помощью искусственного интеллекта детектируют, что ты это, как бы сенсоры тебе. И вот на этом можно очень серьезно сэкономить, можно на чем-то еще. Ну, то есть вот так вот как бы можно сделать проект совершенно как бы разумных. Я надеюсь, что нас услышат. Ну, не первую часть, где я там говорил, а вот, значит, вторую часть, кто надо, и что-нибудь выделят, да. Вот. А там, где, ну, уж извините, тоже как есть. Но мы как бы, смотрите, тут тоже важный момент, что я все-таки, еще раз, хоть я говорил про недостатки, но очень важно, что есть понимание. То есть мы приходим там в министерство, и там это понимают, и там про это говорят, и мы ищем общие способы решения. Потому что тоже ведь как бы философия, что дайте 600 миллиардов, мы их сейчас раздадим учителям, это решит все проблемы, ну так не работает. Во-первых, потому что 600 миллиардов непонятно откуда брать, ну просто начиная с этого. Ну а дальше уже можно... Ну и в целом просто залить там деньгами, это опять получится деньги к деньгам, то есть кто-то там, Там много своих проблем, и везде вот общий принцип такой, что везде есть свои условные интересы, то есть все, кто... Интересы не в том смысле, что что-то хапнуть, а интересы именно с точки зрения того, что вот условный человек, он имеет рабочее место, он такой-то там, такого-то уровня чиновник, он отвечает за такие-то вопросы. Вот у него одна из задач, ну, не самому не подставиться, то есть провести все так грамотно, чтобы вот иногда это стопорит дело, не потому что он плохой, а потому что просто регламенты, правила такие, когда это как система, и это иногда работает, ну, чуть дольше, чем ты хочешь. И тут важно вот это все пробить полностью, чтобы это действительно заработал механизм, чтобы все вот эти, так сказать, ну, правила, они, ну, соблюдая все эти правила, мы действительно подложили замечательные идеи, которые всем нравятся, все их одобряют, подложили по то, что может финансироваться. Это же тоже непросто. Если финансирование было согласовано год назад, и оно сейчас в этом году выделяется, то это же не может просто дайте денег. Так не работает. И, ну, я пытаюсь просто пояснить, почему появляются сложности, но, ну, как сказать, ну, это работа. У меня нет тут опыта, у меня есть коллеги, которые мне помогают, не знаю, что из этого получится, но важно, что такое понимание, вот что, в принципе, надо по спектру делать, оно есть у многих людей. Вот это меня вдохновляет, что в целом вот ощущение такое, что ну, плюс-минус мы на одной волне. Но это означает, что даже если, скажем, лично у меня что-то не получится, ну, я хотя бы на мозги покапаю там другим людям, а они, может, более пробивные, более какие-то такие, ну, с какими-то такими качествами правильными для этого. Ну, то есть вряд ли я хуже сделаю. Я хотя бы из этого исхожу. Спасибо огромное. Давайте закончим, может быть, каким-то призывом к действию. Какие-то люди, может быть, могут вам чем-то помочь, написать вам, что нужно. Кроме того, что мы, конечно, порекомендуем студентам поступать в Иннополис. Может быть, что-то еще? Здесь много хороших мест, куда можно поступать. Вот, значит, дайте подумаю, да, это хороший такой призыв, да. Ну да. Может быть, кто-то хочет преподавать, может быть, кто-то хочет поучаствовать в этих лекциях бесплатно. Я, Ну, наверное,
Я, наверное, такой призыв скажу, что вот абсолютно искренне считаю, что мы сейчас живем в абсолютно такое вот уникальное время, но прежде всего связано с тем, что мы попадаем на некоторую революцию технологическую, ну, я бы так сформулировал. Ну, даже и такую революцию в своем собственном каком-то понимании, ощущении вообще того, все, что происходит, в том числе самих себя. И мне кажется, что всегда в такие моменты, когда возникает вот такое давление эволюции, вот, давление отбора высокое, то это как возможность, соответственно, ну, грубо говоря, сильно упасть и исчезнуть, либо наоборот сильно взлететь. И вот то, что я сейчас вижу, во всяком случае, какие-то предпосылки, вот мне кажется, что у нас в стране по целому ряду направлений, в том числе на законодательном уровне, в плане развития искусственного интеллекта, в плане каких-то возможностей, в том числе количество талантливых людей, которых можно вовлечь, и они будут твоими единомышленниками, у нас уникальная сейчас ситуация. Уникальная не в том смысле, что где-то в другом месте такого нет, что просто уникальная для нас самих, которой, мне кажется, грех не воспользоваться. То есть я призываю вот молодежь прежде всего, ну, как-то вот просто об этом задуматься. Вы можете со мной быть не согласны, я повторю, это мое просто впечатление, но просто об этом задуматься. И, возможно, вы попадете вот в ту самую волну и станете, там, может, великим ученым или просто великим инженером, или, не знаю, в общем, сделайте что-то великое. Вот сейчас для этого очень подходящий момент. И это абсолютно вот по спектру. Можете сделать какой-нибудь там, я не знаю, алгоритм, который позволяет там в медицине решать там какие-то самые серьезные проблемы, там какое-нибудь лекарство, еще что-то. Вот это вот сейчас очень такой вот, и те знания, которые мы скопили, они вот в ближайшие годы, я думаю, будут давать как из рога изобилия. Поэтому вот пользуйтесь, пользуйтесь. И самое главное, учитесь, чтобы пользоваться этими знаниями, чтобы это уметь делать, надо сильно учиться и хорошо учиться. Вот, то есть не бойтесь учиться. И терпение и труд все перетрут. В общем, я рекомендую поступать в хорошие вузы, на хорошие специальности и действительно получать знания, потом быть полезными. Вот. Это просто круто, это интересно. Вот. В принципе, все. Александр, это было супер. Спасибо вам огромное. Спасибо, что вы Спасибо. есть такой человек в Иннополисе. Спасибо, да, что пригласили. Спасибо. До свидания.